Привет всем, дорогие мои подписчики и гости моего канала! Сегодня хочу с вами поделиться, как я готовлю марципановую массу в домашних условиях. Марципановая масса или марципан используется в приготовлении различных десертов, а также для украшения тортов. Ведь марципановая масса имеет пластичную текстуру, и поэтому из нее легко можно вылепить любые фигурки. Готовится марципан из измельченного в муку миндаля и сахарного сиропа. Поэтому сначала миндаль нужно очистить от кожицы. Самый быстрый способ это сделать – это залить миндаль кипятком на 5-7 минут. Заливаем и чем-нибудь накрываем. Посмотрите, теперь миндаль быстро чистится практически без усилий. Миндаля нужно взять 100 грамм. Очищенные орехи нужно просушить на сухой сковороде или в духовке при температуре 60 градусов примерно 5 минут. Если сушить миндаль на сковороде, смотрите, чтобы он не потемнел, не начал жариться. Орехи должны именно просохнуть. Теперь орехи готовы для приготовления марципановой массы. Их нужно превратить в муку. Я это сделаю с помощью кофемолки. Можно, например, воспользоваться блендером. Получается такая рыхлая ореховая масса, которая сжимается в комочек. Теперь в сотейник с толстым дном наливаем 40 мл воды и прогреваем. В горячую воду высыпаем 150 грамм сахара и перемешиваем до полного его растворения. Получившийся сироп доводим до кипения и увариваем до температуры 120 градусов. Если у вас нет термометра, то проверить готовность можно, взяв пробу сиропа на мягкий шарик. То есть нужно взять немного кипящего сиропа и налить в емкость с холодной водой. Если из сиропа получится скатать мягкий шарик, то сироп готов. В готовый сироп высыпаем измельченный миндаль и увариваем массу еще 2-3 минуты, постоянно ее перемешивая. Теперь выключаем огонь и оставляем массу до полного остывания. Остывшую массу нужно хорошо измельчить, чтобы не было комочков. Для этого можно использовать блендер, погружной миксер или мясорубку. Марципан должен получиться пластичным, поэтому собираем полученную массу в комочек. Если марципан крошится, как у меня, то добавьте в него 1-2 столовые ложки холодной кипяченой воды. Теперь вымешиваем его до получения пластичной массы. Если же у вас наоборот марципан получился слишком мягким, то добавьте в массу немного просеянной сахарной пудры и также вымешиваем до получения пластичной массы. Готовый марципан заворачиваем в пакет и отправляем в холодильник примерно на 4 часа. Из данного количества ингредиентов у меня получилось 230 грамм марципановой массы. Ее можно хранить 1 месяц в холодильнике или 3 месяца в морозильной камере. Посмотрите, какая пластичная масса. Ей можно придать любую нужную форму, и сама по себе она очень вкусная. В новых видео я обязательно поделюсь с вами вкусными и простыми десертами с использованием марципановой массы. Поэтому, если вам понравился рецепт, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями и пишите комментарии. Также не забывайте подписываться на мой канал. Здесь вы найдете много простых и вкусных рецептов. Приятного аппетита!